Новости пестрят заголовками. Такого не было 50 лет. Цены на серебро бьют рекорды. Серебро подорожало в 2 раза. Чудовищный рост на рынке серебра. Нет, вы не на канале по экономике и инвестициям. Это по-прежнему канал «Фарфор Европы», и мы вас приветствуем на нем. Хотя почему не рассмотреть винтаж и антиквариат как инвестицию? У нас уже есть видео по этой теме. Ссылочка, как обычно, в описании. А сегодня мы расскажем про серебряную лихорадку. Почему такой шум вокруг серебра? Как возник ювелирный фарфор, кто прародитель использования серебра в декоре фарфора. И, конечно, покажем нашу коллекцию Silver Overlay. А также объясним, расскажем, как отличить настоящий Silver Overlay от декора имитации. Смотрите внимательно, чтобы не пропустить самое главное. С нас интересная информация, с вас подписка и лайк. Спасибо за поддержку. Как вы поняли, сегодня на нашем канале рассказ о Silver Overlay, как ювелирный фарфор родился из союза керамики и драгоценного металла. И, как сказал один очень уважаемый экономист, Не будем называть его имя. такое фуфло, как бриллианты, не предлагать. А все почему? Бриллианты сейчас все больше искусственные, их можно вырастить. А серебро и фарфор – это продукт природы. В Европе все началось в далеком 1895 году. Талантливый ювелир Фридрих Дойш изобрел способ объединения серебра и фарфора. Он был родом из Пфорцхайма, города ювелиров и золотых дел мастеров. А свои первые эксперименты Фридрих Дойш начал в Берлине, а затем переехал в Серебряный город. Швебиш Гмюнд с населением 20 тысяч человек. Трудно поверить, но в этом городе насчитывалось целых 200 ювелирных мастерских. То есть, получается, каждый сотый имел свою собственную ювелирную мастерскую. Вот ведь молодцы. Как известно, если на улице есть 2 ювелирные лавки, открывай третью. Дело попрет. Вероятно, именно так и думал Фридрих Дойш, когда в 1912 году открывал свою ювелирную мастерскую. Творения Дойша привлекали внимание не только своей красотой, но и ранее неизвестной техникой гальванического покрытия фарфора чистым серебром. Указывалась проба 1000 из 1000. Сейчас постараемся объяснить, коротенько так, простыми словами, что же это за техника Silver Overlay, которая соединяет вместе серебро и фарфор. Это гальваническое покрытие. Делается примерно так. На изделие из фарфора наносится желаемый рисунок. Этот рисунок потом станет серебряной накладкой. Наносится он гравировкой или травлением кислотой. Вся остальная поверхность покрывается маскирующим лаком для защиты, чтобы не повредить крытье фарфора. На подготовленный рисунок наносится специальная проводящая жидкость, разновидность флюса. Это необходимо, поскольку фарфор не проводит электричество. Изделие обжигается в печи при относительно низкой температуре для прочного сплавления флюса с глазурью фарфора. После охлаждения и очистки изделие из фарфора погружается в химическую ванну, содержащую растворенные ионы серебра. Через раствор пропускается электрический ток, в результате чего ионы серебра, благодаря проводящему флюсу, притягиваются к нанесенному рисунку и осаждаются на нем, как будто приклеиваются. Толщина серебряного слоя
определяется временем нахождения в химической ванне. Процесс осаждения может занять много часов. После этого ювелир убирает излишки, заусеницы, шлифует боковые грани серебряной накладки, может выгравировать декор на серебре. Но это уже высший пилотаж. Но серебра мало, и на всех его не хватает. Сейчас эта технология декорирования фарфора и стекла серебром уже не используется. А все почему? Овес-то нынче дорог, и металл мечты, серебро, забирают себе другие. А кто же эти другие-то? Электроника, солнечная энергетика, да и электромобили им тоже необходимо. А искусственный интеллект, он тоже не может прожить без серебра. Такой спрос со стороны промышленности добавляет серебру мощный толчок роста, которого нет, например, у золота. В промышленности золото используется меньше, чем серебро. К тому же спрос на серебро превышает его добычу. А интересно, в каких странах добывается серебро? Топ-5 стран по объему добычи серебра в мире – Мексика, Китай, Перу, Чили и Польша. Серебро реагирует и на золотые причины роста, инфляция, риски, и на свои уникальные промышленные факторы. И именно поэтому сейчас металл мечты дорожает быстрее, чем золото. Эх, если бы на земле серебра было бы столько же, сколько железа. Но, увы, это не так. Фарфор больше не декорирует серебряными накладками. И мастеров сейчас таких нет, и серебро в дефиците. Но еще радует, что можно найти, редко, но можно, талантливые творения ювелиров прошлого. Давайте полюбуемся. Первая красавица Мока Пара, желтая, яркая. Как лучик солнца золотой. И, вот видите, серебряная накладка. Сверкает, и посмотрите, сверху кантик, и ручка, и пьедестал чашечки или юбка, как это назвать. И это все, смотрите, замкнутые линии. Все линии соединяются. Нету разрывов. И особенно хорошо видно, посмотрите, как серебро на ручке соединяется с серебром на юбочке. Там такая перемычка серебряная. А сам узор растительный. Такие листья тропические. Может быть, это листья монстеры? Может быть. Ювелирных дел мастера для техники Silver Overlay нанесение серебряных пластин на фарфор выбирали только фарфор высококлассных мануфактур. Что же это за мануфактура фарфоровая, выбранная ювелирами для декора? А это Томас. Причем, обратите внимание, стоит буковка «Р». Томас, который с 1908 года уже входил в концерн «Розенталь». По клейму это 50-е годы 20 века. Давайте посмотрим на блюдце. Такое же клеймо Томас с буквой «Р» Розенталь. Концерн предъявляет очень высокие требования к фарфору. И недаром фарфор от Розенталь считается с верхней полки. Об этом всегда упоминают продавцы на барахолочках. Когда берешь в руки Томас, всегда отметят, что вы, это же Розенталь. Приглядитесь, можете даже сделать стоп-кадр, чтобы лучше рассмотреть. На верхней каемке справа от ручки клеймо ювелирной мастерской Шпар, 1000 из 1000, чистое серебро. Шпар, Фридрих Вильгельм Шпар, талантливый ученик Дойша.
начинал работать с мастером, а потом открыл собственную мастерскую. Желтый цвет крытья – редкость в фарфоре, а как мы помним, эта мока-пара была изготовлена в 50-е годы, даже форма напоминает диоровский New Look. И такой яркий цвет люди истосковались по ярким жизнерадостным краскам. Побольше бы позитива. А тут еще и роскошная серебряная накладка. А вот и следующая мока-пара. Красавица из другой эпохи. Это элегантная мока-пара, более ранняя, довоенная. Это малышка? Ну что, попытаемся поймать клеймо? Оно хорошо видно сквозь лупу, справа от ручки. Вот там, к сожалению, видео не очень передает. И это Мастерская Фридриха Дойша. основоположника техники Silver Overlay. Это стиль ар-деко и классическое цветовое сочетание белого и серебра. Ничего лишнего. И при этом какая роскошь. Эпоха Фицджеральда, его знаменитый роман «Великий Гэтсби», Джаз, вечеринки и как интересно передает ювелир настроение между колоннами гирлянды из роз. Присмотритесь, по гирляндам идет гравировка это просто высший пилотаж. ювелирного искусства. Молодец, Дойш, постарался, не пожалел серебра. А что же тарелочка? А на тарелке те же самые гирлянды из роз, как будто свисают с потолка в бальном зале и сверкают в свете софитов. Обратите внимание, здесь снова все линии гирлянды из роз представляют замкнутый декор. И это особенность технологии. И перевернем тарелочку, посмотрим, есть ли клеймо и какое. А клейма нет, есть только знак декоратора. Вот здесь особенно хорошо видно, что это именно пластинка, не серебряное напыление, а серебряная накладка Silver Overlay. Эта накладка хорошо чувствуется пальчиками. Посмотрим клеймо на чашке. И это Розенталь. по клейму конец 20-х годов 20 века. Фарфор с верхней полки. Все как любят ювелиры. Эта знаковая форма у Розенталь называется 656, очень любимая, создавалась в различных декорах. Например, мы видели в золотом декоре на ярмарке в Еленей Горе. Ссылочку найдете в описании. И вот посмотрите, какие они милашки и совершенно разные. Желтенькая покрупнее, бело-серебристая, более маленькая малышка. Обе чудесные. Какая же будет третья? А третья вот такая яркая, цвета морской волны. И интересное сочетание. Видите, ручка сделана из рокалий, отсылка к стилю рококо. А сам декор, сам дизайн серебристый идет такими сложными волнами, изгибами. Это уже стиль ар-нуво. Вот там намечены цветочки. Смотрим клеймо, и это Хученройтер, тоже фарфор с верхней полки. Чудо из 60-х годов 20 века. клеймо традиционно справа от ручки. 1000 из 1000 шпар. Приглядитесь. Можно сказать цвет морской волны, а можно сказать Цвет Тиффани. роскошный. Эксклюзивный. 3 любимые мануфактуры у ювелиров: Розенталь, Томас и Хученройтер.
Признавайтесь, какая из этих трех мокапар вам нравится больше? Цвет Тиффани Солнечный желтый? или элегантный белый? Ювелиры любили декорировать серебряными накладками именно мокапары. Скорее всего, это связано с тем, что именно мокапары были излюбленным предметом коллекционирования. Трио с серебряными накладками встречаются гораздо реже. А в этом трио еще и такое контрастное решение. На черном крытье серебро выглядит еще более ярким, более изысканным. Декор, цветы. И это вьюнки. Вьюночки. Высококлассная ювелирная работа с мелкой проработкой деталей. Выглядит как гравюра из серебра. Это фарфор фабрики Хученройта, но здесь есть еще и клеймо ювелирной мастерской, которая делала декор. Мастерская Альфред и Манфред Вейль. Видите, вот красного цвета. Эти ювелиры были самыми востребованными на рынке, и ювелирные магазины с радостью брали на продажу их ювелирный фарфор. Есть и клеймо ювелиров, традиционно с правой стороны от ручки. Видите, там четко видно 1000 из 1000. Ювелирный фарфор в технике Silver Overlay – это дорогое удовольствие. И раньше, и сейчас. Это фарфор, который рассматривается больше как инвестиция, предмет коллекционирования, который передается по наследству, нежели как чашки, из которых пьют кофе или чай. И вишенка на торте для тех, кто досмотрел до конца. Вот это не Silver Overlay, не серебряная накладка. Это просто напыление порошковым серебром. Как вариант крытья, к ювелирному фарфору не имеет никакого отношения. А как же отличить? Обратите внимание, в этом трио нет серебряных пластин, и это видно по донышку чашки. Такое напыление со временем может стираться, как позолота или как деколь. И, конечно, здесь не будет клейма ювелира. Такое трио только имитирует декор Silver Overlay серебряной накладки. Будьте внимательны, не ошибитесь. Часто продавцы не в курсе, что продают. Вот такое роскошное сочетание фарфора и драгоценного металла серебра. Мы подготовили для вас интересное видео, перелопатили много материала. Поддержите нас комментарием и лайком. А если кинете монетку, как приз зрительских симпатий на развитие канала, будет совсем здорово. Кнопочка «Спасибо» в том же ряду, где подписка и лайк. Скоро большой материал с антикварной ярмарки из Италии. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. Будет много эксклюзива. До новых встреч. Пока. Увидимся.